Как продавать игрушки ручной работы на Wildberries? Это тема сегодняшнего видео. И если она для вас актуальна, то оставайтесь со мной, смотрите видео до конца. Ну и не забудьте, конечно же, подписаться на канал. Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Но прежде чем я вам сегодня расскажу что-то про Wildberries, я сразу оговорюсь, что я пока не какой-то там гуру продаж на маркетплейсах, поэтому имейте в виду, что я просто делюсь своим опытом, и я, наверное, знаете, просто чуть дальше продвинулась. Это целый день у меня едет с крыши снег. Я, наверное, просто чуть дальше продвинулась, нежели те, кто об этом только еще задумываются и планируют. Но, тем не менее, поделюсь своим опытом. Возможно, кому-то будет это полезно, потому что я подобных видео в интернете не нашла в свое время, когда я только планировала это все сделать. Поэтому буду рада, если вам видео будет полезно, интересно и поможет продвинуться много дальше меня и уже добиться продаж на Wildberries. У меня же пока продаж нет, у меня там висят 4 игрушки. И я на них тестирую различные пока, знаете, различные стратегии, вот, чтобы понять, как там лучше продавать. Итак, давайте пробежимся по вопросам, которые вы мне задавали в Instagram. И первый и самый, наверное, важный вопрос: кто может продавать на Wildberries? Как мне туда зайти как поставщик, если у меня нет ИП? Ответ, к сожалению, один. Никак вы не можете продавать на Wildberries, если у вас нет ИП. Либо хотя бы у вас должен быть статус самозанятого. То тогда самозанятым у нас сейчас вообще везде дорога открыта, поэтому можете зарегистрироваться как самозанятый, но рассчитывайте там опять же эти все риски, налоги и все остальное. Сейчас я в это вдаваться не буду, в эти подробности. У меня же ИП открыто уже, поэтому у меня этой проблемы не было. Я спокойно зарегистрировалась и все. Регистрация там тоже сейчас очень простая. По сравнению с тем, что было даже вот год назад, они очень упростили весь процесс регистрации и даже вот вообще весь процесс работы. Что уж там говорить, год назад они за 2 недели и то уже все умудрились поменять. Я сначала этот договор оферты принимала на портале. Просто вы, когда регистрируетесь, так, давайте по порядку расскажу. Чтобы там зарегистрироваться, вам нужно в поисковике вбить фразу Wildberries партнеры. Первая ссылка у вас там выйдет партнером, по-моему, и ниже написано паспорт. Если вы нажмете на эту вкладку партнеры, то вы попадете на старый портал, в который вход еще по логину и паролю, который вам присваивают при регистрации. Но вам нужно нажать на слово «паспорт», и там будет уже новый портал с более упрощенной процедурой. Если у вас есть приложение Wildberries, и вы там что-то заказывали просто как покупатель, то вам в виде push-оповещения придет код подтверждения, который вы вводите там в графе. То есть вы заходите, там есть поле для номера телефона, вводите свой номер телефона, к которому у вас есть доступ в принципе, и вам придет либо в клиентское, как они называют, приложение, либо просто на телефон в виде смс-сообщения. Вам придет этот код. Вводите его и попадаете на портал. Вам там нужно указать все свои данные, то есть кто вы, какой ИП, ИНН, он там все остальные данные уже подтянет, указываете банковские реквизиты и все на этом. Дальше идете в раздел с документацией и читаете очень внимательно и вдумчиво договор оферты, рассчитываете все риски, которые там указаны, не то чтобы риски, а все комиссии и сборы, которые вас ждут при торговле на этой площадке. Специально сейчас не буду озвучивать каких-то конкретных цифр, потому что я еще раз говорю, там очень быстро все меняется. Я сначала принимала этот договор оферты для себя, чтобы там зарегистрироваться, а потом буквально неделя-две прошло, и я это стала делать на работе на своей, и читаю договор оферты, а там уже что-то поменялось. То есть я понимаю, что было не так. Поэтому сейчас не буду никаких озвучивать особых точных данных. Заходите, читайте, мало ли там что поменяется, чтобы вам сейчас не наврать. Когда вы примете договор оферты, можно переходить уже к созданию самих карточек товара. Называется это все спецификация. Карточки товара — это вы в ней указываете всю необходимую информацию по вашим товарам, и эта информация будет потом в дальнейшем отображаться уже на сайте.
Как создавать спецификации? На ютубе море просто таких роликов, так что забивайте любой, смотрите, вам там все покажут поэтапно и расскажут. Только обращайте внимание, чтобы ролики были достаточно свежие, чтобы их создавали уже в новом портале, на новом портале, потому что есть небольшая разница все равно, и не совсем понятно, куда ткнуть, куда нажать, куда что ввести, если это видео снято давно и еще на старом портале. Вот это единственное такое отступление. Но если вам нужно это видео в моем исполнении, то дайте мне только об этом знать. И когда будет следующая поставка, то я это видео сниму, сделаю запись экрана и покажу поэтапно, что куда вводим, где что пишем, какие сведения, чтобы вам было более просто и понятно. Еще очень важное по поводу торговли игрушками на Валберес, это то, что игрушки попадают под сертификацию. В нашем случае это, конечно, дополнительные костыли, когда мы сами выступаем как поставщик этих игрушек. Но, конечно, хорошо, что у нас государство заботится о наших детях маленьких и заставляет сертифицировать все товары, которые будут контактировать непосредственно с ребенком. Но сейчас, в данный момент, да, у меня игрушки там как тест. Я проверяю, будет ли работать этот рынок сбыта, так его назовем. И проходить сертификацию, которая стоит от 12 тысяч за каждое изделие, я сейчас не считаю нужным. И причем, если мы связали, допустим, с вами игрушку из определенной пряжи, у нее определенные глазки, какая-то там еще фурнитура, наполнитель, то мы можем сделать на нее сертификат, и на этот сертификат будет распространяться на эту игрушку. Но если мы точно такую же игрушку решили связать из другой пряжи, то все, он уже не действует. И чтобы нам эту игрушку в другой пряже продать, либо мы там ей решили сделать какой-то, связать еще шарфик из другой пряжи, который не заявлен в сертификате, уже действовать этот сертификат не будет. И нужно по новой проходить сертификацию и платить снова эти 12 тысяч, понимаете, да? То есть если сделать там какую-то коллекцию на Валберес, это надо сертификатов сделать несколько. Поэтому как я вышла из этой ситуации? Мои игрушки нигде не звучат как игрушки. То есть у меня все, что есть у меня на Валберес, это вот я вам оставлю здесь номенклатурные номера, по которым вы сможете эти игрушки найти на сайте, как они выглядят, вот эти карточки товаров, что там, какое описание и какие другие характеристики. У меня это все как фигурки, по-моему, там статуэтки, что-то такое. Ну, то есть это не позиционируется как товары для детей. Поэтому я обошла вот эту сертификацию на момент теста ниши, да, так скажем. В дальнейшем, конечно, если я увижу, что там хорошо продаются мои изделия, то, конечно, тогда имеет смысл пройти эти сертификаты, сделать. И, конечно же, это будет в первую очередь для наших покупателей еще определенным, мы им поможем определиться, да, таким образом, что покупать стоит на этом рынке именно наши изделия, потому что они даже имеют сертификат качества. Для многих мамочек, между прочим, это имеет очень большое значение. То есть сейчас я позиционирую эти игрушки как сувенирную продукцию, поэтому сертификаты я на них не делала. Причем Валберес сейчас вообще сняли с себя какие-то полномочия в этом плане, какую-то ответственность. Они даже в оферте прописывают этот момент, что вы на свой страх и риск предоставляете им товары, они ими торгуют, да, реализовывают их и за это берут свою комиссию. Но если от третьих лиц каких-то будут претензии по поводу качества, либо вопросы по этим же самым сертификатам, то вы обязаны с ними очень активно контактировать и предоставлять всю необходимую информацию, которую эти третьи лица запрашивают. Ну, то есть мы сами туда отдаем товары на продажу на свой страх и риск. То есть имейте в виду. Ну, сидеть бояться и ничего не делать, это не выход, то есть пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому я рискнула и все равно товары туда отдала. Посмотрим, что из этого получится. Но вот то, что я написала, это как сувенирная продукция, как фигурки, да, это, опять же, мне сейчас кажется, что это основная причина, почему продаж до сих пор нет. Потому что мало кому из покупателей придет в голову написать фигурка, там
какая-то, да, то есть если они хотят игрушку ручной работы, то они, скорее всего, напишут игрушка ручной работы или вязаный заяц, вязаный медведь, что-то такое. Но у меня этих слов нет в названии. Они есть, конечно, в ключевых словах, которые сейчас вроде бы должны иметь большую силу, чем название товаров. Но это, опять же, еще непонятно, работают ли они сейчас, потому что везде пишут, что в дальнейшем ключевые слова будут решать ваше положение в выдаче. Возможно, сейчас они пока еще не имеют такую большую силу, потому что по даже названиям товаров на сайте можно определить, как давно их загрузили. Если там просто идет категория товара, допустим, там сувениры, статуэтки и все остальное, и то есть это в названии фигурирует только категория товара, то значит это уже новая загрузка на новом портале, потому что раньше, если можно было кучу ключевых слов и каких-то характеристик затолкнуть в название, и это будет сразу отображаться все на сайте, то сейчас это уже не работает. Но вот предыдущие товары, они еще отображаются по-старому. И сейчас выделяются, конечно, среди тех, которые загружены вот недавно. Так, дальше, по поводу того, куда это все отвозить. Мне повезло больше, у меня в Краснодаре огромный пункт сбора этих товаров, куда я просто оформила изначально пропуск там же на портале. Ну, там вы создаете вообще, прописываете, какие товары и сколько вы привезете, и также ставите плановую дату поставки. Когда вот вы это все ставите, там дальше последним пунктом вы оформляете пропуск на машину. В каких-то городах, вот я сколько смотрела на Ютубе, в крупных, да, там в Москве, по-моему, принимают так, там прямо КПП, и вы без этого пропуска туда не попадете. И там нужно указывать конкретную марку, номер машины, и там автоматически это все сканируется, и вас пропускают шлагбаум просто на территорию к складу. В Краснодаре такого нет, там просто открытые склады, открытая территория. Я туда приехала на такси, привезла эти 4 коробочки своих небольших, нашла первую дверь, где там могут быть люди, и узнала, куда мне идти. В общем, пришли к пункту, где приемщик принимает, сканирует эти товары. И получилось как еще? Какая ситуация у меня возникла? У них есть, у Валберис, требования к упаковке товаров. И требование такое, что размер изделия должен соответствовать размеру коробки. И наоборот, размер коробки должен соответствовать размеру содержимого. А у меня было всего 2 размера коробок, и для 3 игрушек они идеально подходили, а вот для одного из зайцев коробка была велика. И я все переживала вообще, пройдет ли эта упаковка для этого зайца. И в итоге получилось, что я отдаю ему 4 коробки, и ну, я так думаю, что они выборочно их проверяют на момент приемки. И он берет именно эту коробку, где этот заяц. Открыл и пошел. Я так, а куда? А что теперь? Стою, жду, и его очень долго не было. И потом возвращается еще с каким-то другим мужчиной. А тут подошел, посмотрел на меня, посмотрел на эти 4 коробки, на оставшиеся 3, вернее, и говорит, ну все хорошо, все, езжайте, можете быть свободны. Я говорю, а что такое, куда вы уносили, зачем уносили, что не так, может, я в следующий раз там учту, да, это все. Говорит, все, хорошо, идите, езжайте, все, поставка принята. В итоге я так и не поняла, что ему там не понравилось, но в такой коробке все равно все это приняли. И они между собой там что-то говорили, что, ну, они же в разных коробках, вроде как нормально все. Вот. Ну, имейте в виду, что лучше, конечно, упаковку так предусматривать, чтобы у вас размер изделия соответствовал размеру коробки, чтобы таких ситуаций не было, как у меня. Если у вас еще остались какие-то вопросы, а их, я думаю, будет еще очень много, я пробежалась просто так вот по верхам практически, по поводу того, как сделать бирочки, штрих-кода сгенерировать. Это, конечно же, опять, это очень долго можно все рассказывать, но и еще раз повторюсь, что очень много подробных видео у других авторов на каналах, поэтому можете посмотреть эту всю информацию там. Ну а если будут ко мне какие-то вопросы, то, конечно же, пишите их в комментариях, постараюсь ответить каждому. Ну и, конечно, если вопросы будут такие, которые требуют развернутого ответа, запишу дополнительно еще видео. Ну а если видео смотрят потенциальные мои покупатели, которым интересно приобрести игрушку, вы можете
мне написать, я еще раз продублирую эти номера номенклатурные, по которым вы можете их найти на сайте. Ну и для вас, конечно же, будет выгода в том, что, возможно, немного будут отличаться цены в большую сторону на сайте, потому что там все-таки учтена еще моя доставка, потому что вы за доставку не платите, ее полностью оплачиваю я. И если к стоимости товаров этих игрушек на сайте, не на сайте, а у меня в Инстаграм прибавить еще стоимость доставки, которая также ложится на вас, то я думаю, что на Wildberries это для вас даже будет выгоднее более. Поэтому можете мне написать, я вам скажу, какие там товары у меня, как можно найти, есть ли они в наличии. Благодарю вас всех за просмотр. Я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Ну и, конечно же, жду всех вас в следующих моих роликах. И до скорых встреч. Пока-пока.